Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Начинаю сегодня новый вязовлог. Давно, конечно, не подключалась. Больше недели, наверное. Выходило, конечно, у меня видео на канале с готовыми работами по вашим фотографиям и все такое. Но по факту я ничего не снимала. Немножко я, конечно, вязала. Ну, в общем, есть некие обстоятельства, по которым мне частенько приходится ездить в станицу. Ну, либо туда ехать и там долго, в общем-то, находиться. Ну, в общем, не буду углубляться в суть проблемы, так как меня смотрят здесь не только вязальщицы, а, как я понимаю, еще и другие, так сказать, знакомые. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Так сказать, информация не для всех. Вот. Оставим этот канал такой более позитивным и, в общем-то, снимаю, когда есть настроение, когда нет плохих новостей, да, в общем, как получается, так и снимаю. Конечно, я думала, что в этом году у меня будет получаться все намного лучше и продуктивнее, но пока все, в общем, как есть. Итак, когда я уезжала в гости к маме, так сказать, да, я, так сказать, в спешке взяла немножко с собой моточков. Конечно, не надеялась, что будет что повязать, но взяла с собой, в общем-то, топ свой спицами. Взяла 2 моточка пряжи и думала, что свяжу их. Вывяжу рукавчики, закончу резинку, там, в общем, все дела. И знаете, когда собирала сумку, покидала еще вот такие небольшие моточки, думаю, свяжу медузок. Собрала я это все, взяла наполнителя. В общем, все как полагается. А когда уже приехала к маме, то поняла, что я не взяла спицы чулочные, чтобы вязать рукав. В общем, мне неудобно вязать на круговых спицах рукава, поэтому я их вяжу на чулочных. Вот, ну так получилось, что я не взяла 3,5, да, а у мамы там были только тройка и 2,5. Ну, в общем, я подумала, что рукав будет поуже, и, ну, в общем, плотность вязания будет совершенно не такая. Поэтому повязать топ, кофточку мою не получилось. Вот. И я тогда начала вязать вот такие вот заготовочки на медузок. В предыдущих видео я показывала, какие они получаются. Вот. Получилось у меня связать вот такое вот количество. Вот. Вот. Ну, в общем, 100 раз вот. И потом я начала вязать вот эти вот... Господи, что сегодня у меня со словами? И, в общем, когда я начала вот эти вот части вязать, что-то совсем потемнело за окном. Видимо, дождь пойдет. В общем, я забыла взять с собой глазки. И получается, что у меня не было возможности собрать эту медузку. Вот. Потом приклеивать глаза я не хотела. Я их делала на безопасном креплении. Ну и, в общем-то, чудить не стала. Я ездила там в соседнюю станицу, но там нет таких глазок. Ничего там толком нету. Вот. Поэтому это и все, что было как бы связано за мое отсутствие на канале. За мой отъезд. Это вот 3 вот таких вот головы. И тут сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6. И 6 заготовок на медузок. Да, продуктивность моя зашкаливает. Кстати, я еще брала вот этот вот красный моточек. Я вязала 2 сердечка. Ну, обычные сердечки я тоже в предыдущем видео показывала. Оставлю вот здесь вот ссылочку. В общем, я их положила в коробочки. И вставлю вам кусочек маленький видео. Там буквально я несколько игрушек упаковала в коробочки. И, в общем, хочу показать, как они выглядят.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not. Такие у меня малепусенькие продвижения. Я покаместь вот это вот дело все откладываю на потом. У меня есть все-таки планы на канал. Хочу в ближайшее время снять видео ответы на вопросы. Для этого я хочу связать заготовочку тела, и потом, знаете, когда у меня будет заготовка с телом, где только ряды вязать без прибавок, убавок, снять ответы на вопросы. Конечно, я хотела снимать немножко в другом формате, сесть прямо перед камерой, но, знаете, пока такого прям желания не появилось. Ну, в общем, я, конечно, тянула, целый месяц это видео не снимала, ну и поняла, что пока нет такой возможности, да, даже невозможности, я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, пока не хочется мне так садиться перед камерой и рассказывать. Я пробовала, ставила камеру, да, но, получается, я не вижу картинку, если поставить подальше, а если поставить поближе, то в кадре будет только моя голова. Ну, в общем-то, не понравилось мне, я бросила эту затею. Поэтому буду в кадре вязать игрушечку и отвечать на вопросы. Так, пока вместе это я убираю. И еще немножко у меня здесь продвижение, но это еще было связано до отъезда. Вроде бы. Ну да, вроде бы. Так. Помните, я показывала, вот такая есть у меня заготовочка на игрушку. Только 2 человека правильно угадали, что это будет за игрушка. Многие почему-то решили, что это будет бабочка. Ну, не знаю. Мне на бабочку не очень похоже. Ну, если бы это тоньше было, может быть и да, а так нет. Вот. И у меня уже готова вот такая вот штуковина. Ну, как вы понимаете, это яичко. И в этом яичке должна была сидеть эта игрушка. Ну, как вы понимаете, даже по размеру она туда не влезла. Все, потому что в мастер-классе указано, что нужно вот эту вот игрушку вязать крючком 1,25. Пряжа Ярнард Джинс, да, все. Но я не смогу таким маленьким крючком вязать такую толстую пряжу. Это немножко, ну, не знаю, неправильно. Здесь у меня уже есть все заготовки на игрушку. Вот такой вот будет клювик. Ну и думаю, уже понятно, что это будет фламинго, да? Солнышко выходит. Отлично. Кадр улучшается. Видите, как все зависит от освещения. Освещение лучше, уже петельки видно лучше. Так, в общем, здесь у меня ножки. Все это дело надо пришивать. Это, ну, в общем, вот так вот. Будет такая лапка. Вот такая попка. В общем, не попка, а хвостик, да, будет. Ну, я, как обычно, ничего не собрала, а показываю так, на пальцах. И вот такие вот крылышки. Вот. Но, опять же, все я это оставляю пока месть. И смотрите, у меня ножки здесь еще не пришиты. Если я вот так посажу, то, ну, не закроется это яичко. В принципе, я не скажу, что расстроена мастер-классом, но, как сказать, я-то и сама могла, да, допустим, такое яичко связать. Но мне было интересно. И плюс это мастер-класс был подарен мне. Спасибо большое Оле за подарочек такой. Ну, всегда интересно повязать по чужим мастер-классам.
Вот, я, конечно, игрушку доделаю, но немножко позже. И знаете, что меня еще в мастер-классе удивило? Там написано, что чтобы яйцо держало форму, нужно вязать его в 2 нити, да? И также указано, что если вы вяжете игрушку каким-то крючком, то яйцо надо вязать на размер больше. То есть получается, если я... Там даже было написано, что если вы вяжете игрушку крючком номер 2, то яйцо надо вязать крючком номер 3. Но яйцо я вязала вот это 2,25, да, и если я его связала бы крючком номер 3, оно бы вообще форму никакую не держало. А если даже я бы вязала в 2 нити, ну, большевато, наверное, получилось бы. Ну, в общем, как получилось. Крышечка так вот откидывается сама по себе у меня. Возможно, как-то я не так пришила. Но тут еще у меня должно быть 2 пуговички. А здесь вот такие вот петелечки, да, на которые будет застегиваться пуговичка. И вот так вот это нужно собрать и пришить. Ну, я думаю, пусть будет. Я сюда смогу посадить какую-то другую игрушечку маленькую. У меня есть еще тоже подаренный мастер-класс. Там то ли 7, то ли 9 маленьких игрушечек. Вот, они сюда прям идеально подойдут. Вот. В общем, у меня теперь куча будет недовязов, но это будет временно. Я их все равно соберу. На сегодня это пока все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Подключилась показать свои небольшие продвижения. Пока они, ну, такие, на начальной стадии, да, так сказать. В предыдущем кусочке я вам рассказывала, что хочу связать заготовочки на игрушки. И когда дойду до места, вот, где вязать без прибавок, без убавок, то буду снимать ответы на вопросы. Ну, в общем-то, я связала вот такую вот заготовочку. Ну, так получилось, что вчера у меня не получилось начать снимать, да. Ну, в общем, грубо говоря, не было настроения. Поэтому я отложила эту заготовочку и начала вязать следующую. Следующая у меня заготовочка вот такая вот ярко-оранжевая, без всяких там вставочек. Это, по идее, у меня должна быть белочка. На канале уже есть много разных игрушек. Есть вот такая вот оранжевая лисичка. У нее кончики ручек и ножек черненькие. А у белочки я решила сделать вот все одним цветом. Не знаю, как это будет смотреться. Ну, так сказать, это такой пробный вариант. Тоже довязала до этого момента и оставила. В принципе, ну, связать тело это не проблема, на него уже есть схема, да? Была проблема в хвосте. Так, сейчас я покажу. В общем, тут у меня так схематично было нарисовано. В общем, я хотела, знаете, вот так начертила здесь вот контур тела, поставила вот так вот игрушку, да, то, что она мне вот так вот будет, и нарисовала хвостик, какой я хочу. Ну, понятное дело, что, грубо говоря, опыта вязания мне не совсем хватило вывязать такую. Ну и хвостик у меня, как, пробный пока. Можно сказать, это вторая версия хвоста. В общем, пока месть хвост выглядит вот так. В общем, какая-то вот такая вот деталька получилась. Немножко нужно еще доработать, но, в принципе, у первой игрушки можно так оставить. А вот когда уже второй хвостик буду вязать, я его еще раз изменю. Ну, тут немножко хочется его как-то вот так вот, знаете, изогнуть. Но я пока еще не придумала. Может быть, здесь вот просто как бы утяжку, да, такую сделать. И тогда вообще мне так, как хочется, получится. Но, может быть, я попробую как-то связать здесь по-другому, чтобы еще сильнее был изгиб. Ну, это пока такие планы. В общем,
По идее, можно было вот здесь вот оставить незакрытый край и за два края пришить. Вот так вот. Ну, было бы это все дело ближе, да. Но я подумала, что, возможно, такая конструкция будет не очень надежная, и хвост будет вот так вот падать. Поэтому у меня появилась идея сделать этот хвост на кнопке. То есть я хочу пришить вот так вот хвост, здесь пришить кнопочку, и чтобы она вот так вот пристегивалась. И вот такой вот хвостик будет у белочки. Я думаю, смотрится неплохо. Возможно, было бы хорошо сделать его еще немножко больше, но, ну, как бы игрушка небольшая. Может быть, в принципе, оно и неплохо. Ну, вот сбоку мне нравится, как выглядит. Ну, вот хочу здесь вот кнопку пришить и вот здесь. И вот так чпок. Ну, здесь, конечно же, пришить, а здесь вот, чтобы оно пристегивалось. Ну, знаете, у кого нет кнопок, то можно и просто стежками пришить. То есть здесь пришить и здесь. Вот. Напишите, как вам хвостик. Мне кажется, это прям, ну, такой хорошенький получился. Выглядит, конечно, странно, но тем не менее. В общем, вот такие у меня продвижения. Так, ну, это, по-моему, не все. Так, сейчас. Я тут начала вязать зайчиков, попрыгайчиков, но уже их собрала сразу в сумочку. Думаю, если вдруг мне придется опять ехать куда-то, то я просто возьму эту сумочку, буду уже знать, что у меня здесь все есть. Только вот нужно добавить наполнителя сюда. Так, я показывала эти моточки. Из этих цветов я буду вязать зайчиков. Пока у меня нет зайчика, чтобы вам показать. Но я оставлю вам ссылочку на предыдущий вязалог. Там у меня есть уже два готовых. Зайчиков я уже отвезла в магазинчик. Вот. И в общем, пока поставила их на полочку. Вот что у меня уже связано. Связала я такие заготовки, чтобы потом уже можно было просто вязать тело, и без проблем получился бы зайчик. Вот такие расцветочки. Так, это у нас лапки. Ну, я думаю, что должны получиться хорошенькие зайчата. Такие, конечно, более натуральные цвета, но я думаю, тоже неплохо будет. Вот такой молочный цвет красивый. И еще. В общем, это вот все мои продвижения. Это я буду вязать зайчиков по... Это, знаете, такой зайчик косолапенький по моему мастер-классу. Ну, оставлю, в общем, вам ссылочку на Инстаграм. Там у меня есть схема на него. Как-то руки не дошли у меня на Ютубе снять мастер-класс. Ну, в общем, пока как-то так. Вот. Вот такие прям глобальные у меня продвижения. Включаюсь, так сказать, в работу. На сегодня это все. Сейчас пойду снимать для вас ответы на вопросы. Уже распечатала бумажечку себе. Вот такую вот с вопросами. Были некоторые вопросы там одинаковые. Ну, в общем, так немножко разбила, знаете, про YouTube, вязание, там про пряжу. Есть еще, конечно, такие вопросы, которые надо бы показать, да, что-то там. Ну, не знаю. Вопросов, в принципе, много. Может быть, я разобью это на 2 видео. В общем, отключаюсь, пойду снимать вам новое видео. Надеюсь, оно будет вам интересно. Ну, по крайней мере, тем, кто задавал эти вопросы. Вот. И увидимся уже в следующем подключении. Все. Пока-пока. Всем привет. Это у меня 10-я попытка снять видео. Я на самом деле не знаю, с чего начать. Так как я уже не снимала видео больше месяца.
Да, я вот в начале месяца снимала видео о том, что я там приехала от мамы, что я там брала, вязала. Вот. Ну и получается, с того момента уже прошел месяц, уже многое в моей жизни изменилось. Ну и, можно сказать, даже в мире многое что изменилось. Вот. Но, несмотря на это, я хочу продолжить вести канал. А, Я даже не знаю, что здесь можно говорить, что нельзя говорить. Ну, не то, что нельзя, я просто... Ну, это у меня канал о вязании, и я не хочу тут рассказывать свои там проблемы какие-то, да. Я просто хочу, ну, так, коротко озвучу, да, почему меня не было на канале там и все такое. Многие писали мне в Инстаграм, интересовались. Вот, поэтому просто скажу, что, ну, случилась трагедия у нас, вот, трагедия. Ну, в общем, неважно. Я думаю, вам это не особо нужно здесь. Сейчас во всем мире такие трагедии творятся. Вот. В общем, потом я заболела, и как-то было не до съемки, не до вязания. Ну, я вязать буквально начала, ну, не знаю, вот, ну, может быть, неделю, как есть какие-то продвижения, да. Я бы даже сказала, что вязать я начала, ну, может быть, дня 3 как. В общем, предыдущие кусочки, которые вы смотрели, я их не стала удалять, не стала как бы снимать все заново. Я вот вставила в начале 2 кусочка видео я снимала в первых числах февраля. И вот сегодня у меня 7 марта. Я решила продолжить вязовлог, несмотря на то, что между кусочками видео у меня промежуток целый месяц. Вот. Ну что, покажу, наверное, свои какие-то продвижения, да. Я вообще не знаю, с чего начать. Так, в общем, хочу показать, что еще в начале февраля я вязала вот такую вот заготовочку на единорога. И вот у меня здесь уже есть начало. Я хвостик вязать и хочу продолжить вязать гриву. Это я буду вязать из вот такой вот ниточки Yarnart Jeans Crazy. Вот такой вот цвет. Такое неплохое сочетание. У меня уже подобная единорожка была, ее купили. И вот хочу связать ей замену. Здесь немножко по-другому секции ложатся, потому что предыдущую единорожку я вязала из Alize The Cotton Gold Batik, а это Yarnart Jeans. Ну, в общем, секции не под... В общем, здесь короткие секции, поэтому вот прям такая получается спиралька. А в предыдущих игрушках там были спиральки, спиралька одного цвета, другого, третьего. Вот, ну а здесь вот так выглядит. Так, это давний процесс. Ну, решила тоже показать, потому что не знаю, покажу ли я готовую работу или нет. Может быть, я сейчас гриву довяжу и, в общем-то, игрушки поедут на полочку. Пока месть у нас в стране все нормально, люди живут как жили, поэтому продажи идут. Надо игрушки пока месть отвезти в магазин. Пока есть возможность заработать. Ну и, в общем, деньги не лишние. Давайте еще, наверное, покажу другой процессик. Это я, наверное, точно не показывала. Я показывала, что начинала вязать белочку. У меня есть только хвост и тело. Вот, это вы уже видели. Я специально сейчас сидела, смотрела предыдущее видео, чтобы, ну, как-то себе вспомнить, что я там говорила, что обещала и все такое. Вот, потому что мозг не работает так, как он должен работать. Вот, просмотрела. И вот я вам не показывала, я просто не успела. Я начала вязать мишку. Так, надо бы, наверное, показать, как он выглядит.
В каком-то давнем видео я показывала вот таких вот мишек, которых я вязала, наверное, года 2 назад. Да, больше, наверное, до открытия канала. И у меня очень много было комментариев по поводу того, чтобы снять мастер-класс, поделиться схемой на этого мишки. Вот. Но у меня схемы нету. Я, знаете, записывала раньше все на листочке, никакие блокноты не вела, и у меня не было схемы. Вот. Мишку я вязала по фотографии. Я вязала, увидела маленького мишку Валентинку у Марии Устюшкиной, и вот вязала. Потом, спустя какое-то время, я купила мастер-класс Марии Устюшкиной и поняла, что ее игрушка маленькая, сантиметров 15, а моя, ну не знаю, наверное, сантиметров 20 с чем-то. 14, ну, 23-24 сантиметра получается. Вот. Ну, у меня тут много рядов в теле, и совершенно, в общем, игрушка не похожа. Я сначала не хотела делать мастер-класс на такую игрушку, а потом посидела и хотела сделать, так сказать, сюрприз к 8 марта, оформить вот этого мишку, да. Вот я начала схему как бы заново делать, да. Ну, и даже не то, что прям заново. Я здесь по рядочкам считала, смотрела, вот где у меня убавки. Ну, тут можно разобрать все-таки. И примерно делала такую же форму и вязала игрушку повторно. Записывала схему. Вот, дошла до такого уровня. Потом, в общем, приключились всякие неприятности. Ну, в общем, я пока отложила эту затею. И плюс... Ну, на данный момент это совершенно не актуально. Вот. Я хотела сделать мастер-класс и чисто за символическую стоимость, там, рублей 50, может быть, 100, продать мастер-класс. Вот. Но, в общем, пока я отложила. Я, конечно, это все доделаю, но просто у меня сейчас нет такого настроения что-то прям делать, фантазировать и все такое. Я сейчас могу вязать что-то такое примитивное. И здесь нужно еще подумать, какое-то оформление мордочки, чтобы оно было не такое, как Марии Устюшкиной. Но это для меня принципиально. Я не хочу, в общем, повторять. Я, конечно, сделаю 2 вида ушек. Вот такой вот плоский. И другие еще ушки сделаю. И вот здесь вот, это же по ее подобию, да, здесь вот глазки. И у нее фетровые кружочки были. А я вывязывала вот такие вот из Вита Коко, ну, белые накладки, да, белки. Да, белки. Вот. Ну, в общем, хочу поменять как-то оформление, и тогда сделаю мастер-класс. Может быть, на канале выпущу, может быть, все-таки, ну, может быть, платный сделаю. Ну, в общем, посмотрим. Это такая немножко вынужденная мера, но неважно. Вот. В общем, есть у меня вот такой процессик, который немножко отодвигается, и продолжу я с ним работать чуть позже. Также я еще в начале видео показывала, что начинала вязать медузок. Постепенно, в течение месяца я их все-таки довязала. Вот столько у меня получилось. Оформила их уже. Извязывала остаточки, которые у меня есть. Знаете, которые клубочки небольшие. Вот. Даже какого-то клубочка, видите, хватило у меня на 2. Вот. Такие яркие медузки. Оставлю вам ссылочку на мастер-класс. Вот. Ну, он в свободном доступе. Мне они очень нравятся, и у меня есть постоянный покупатель, который их приобретает. Вот. Если что, я продаю вот таких медузок по 200 рублей. Вешаю здесь еще карабинчик.
Кстати, заходила на Алиэкспресс и на другие сайты с рукодельными штучками. Цены, конечно, кусаются, но знаете, как я себя успокаиваю? Главное, что у нас пока все мирно. Да. Не совсем, конечно, это в тему было сейчас сказано, но я пока вот так рассуждаю. Вот. После этого всего я долго не вязала. Вот это все, что связала, и все. В общем, как вы поняли, были всякие изменения политические. Вот. Но у меня канал не про политику, а про вязание. И я хочу сказать, что я долго не вязала, была в большом шоке, особенно от многих рукодельниц. Но потом, знаете, я посмотрела, девочки все вяжут. Многие как-то поддерживают друг другу. Но, знаете, я не снимала видео совершенно не поэтому, из, так сказать, личных проблем, да. У меня не было настроения, вот, и все такое. Но это мягко сказано, что у меня не было настроения. Но потом я поняла, что мне не хватает вязания, мне нужно как-то успокаивать свои нервы. Вот. И я решила все-таки потихоньку начать вязать. Моя подписчица, уже вязальная подруга, так сказать, Катя, подарила мне мастер-класс, и я вот начала вязать вот такую вот уточку. Я даже сейчас не скажу, чей это мастер-класс. Но я оставлю ссылочку на автора. Вот. Вы не поверите, вот эту вот такую маленькую игрушку я вязала 3 дня. Мне ее вроде бы хотелось связать, но из-за того, что я постоянно мониторила новости, смотрела всякую ерунду, вот, очень долго вязалась. Ну, прям вот 3 вечера или там 3 дня, да, ну, то днем повяжу, там, свяжу 2 ушка, все, 2 щечки, и все. Вот за день 2 щечки могла связать. Вот, но все-таки я закончила. Вот такая вот уточка получилась. Я ее оформляла, и, знаете, мне кажется, что она какая-то кривоватая. Но это вот на камеру я когда смотрю. В жизни вроде бы она не так сильно кривит. Может и кривит. Ну, не знаю, вроде бы пришивала, вот знаете, там 2 столбика, там 2 столбика. Ну, на мой взгляд, конечно, игрушка не очень. Миленькая, красивенькая, но качество хромает. Да, но это претензия совершенно не к автору, а это я, в общем, как-то вот оформила не так. На самом деле эта схема больше подходит к плюшевой пряже, потому что я видела, что Катя вязала из плюшевой пряжи такую игрушечку, и она смотрелась и повыше, ну как, там же ряды более такие высокие, когда из плюшевой пряжи, и она не такая, в общем, сплюснутая, ну, посимпатичнее, в общем, смотрелась. Вот. Ну, в общем, оставлю, если кому-то интересно. Может быть, вы приобретете и свяжете. Хотя не особо актуально это сейчас. Ну да ладно. Это у меня было все, что связано за последнее время, да. Но потом я все-таки решила, что пора возвращаться на канал. Несмотря на то, что здесь большие изменения, у меня ничего меняться не будет. Я как снимала видео, так и буду продолжать снимать. Я надеюсь, что это все временно. Обидно, конечно, что появляется очень много негативных комментариев, но я поставлю все на модерацию и, ну, в общем, больше никто тут лишнего не напишет. Я, конечно, не думала, что на моем канале такое будет, но есть такие люди, которые, как я понимаю, не бесплатно пишут эти комментарии, снимают сторисы непонятные и все остальное. Ну, в общем, неважно. В общем, чтобы вернуться к вязанию, к съемке видео, я себе написала небольшой вот такой вот список.
Но пока у меня получилось не особо много. Это вот дооформить медуз. Ну, то есть они у меня были связаны, но не вышиты белки там. Ну, в общем, кончики были. Я попрятала кончики, посидела. Тоже целый день убила там просто. Ну, под просмотром всякой ерунды. Вот. Написала себе довязать белку, довязать мишку, довязать зайчиков. Вот. Кстати, зайчика в софте я вам не показала. Потом оформить уточку. Вот, кстати, уточку я-то оформила. Ставим себе галочку. Нужно еще связать гриву единорогу, лисичку. Дооформить медуз. Вот я их дооформила. Хочу оформить свои игрушки, которые... Много игрушек по одной схеме. В Word. Потому что у меня нет никаких записей. Есть основная схема в блокноте и все. Остальное у меня все на ютубе. Вот. Схему мишки. В общем, записать тоже в Word. И знаете, хочу еще повязать зайчиков. Ну, не знаю, в общем, как у меня получится. И вчера муж мне так сказал: давай вяжи котиков. В магазине котиков нету. Ну и типа в преддверии 8 марта отвезу игрушки в магазин. И вот, наверное, только то, что он сказал вязать, у меня как-то, в общем, пошло вязание. Вот, я связала 5 котиков. И вы не поверите, 4 котика я вчера связала. Я вчера ничего не смотрела. Просто вот, телевизор мы вообще не смотрим как бы дома, да, у нас там ребенок только PlayStation играет, да, и, какие-то фильмы, мультики смотрим. А вот так, чтобы включить и смотреть основные каналы, мы не смотрим. В общем, всю информацию читаем, так сказать, в интернете, да, новости и все остальное. Вот, вчера я ничего этого не смотрела, не читала и связала целых 4 котика. И сегодня еще одного, вот такого. Все вы знаете, это по мастер-классу Марины с канала «Мир вязаных игрушек». Вот. Вот такие вот игрушечки. Не знаю, оставлю уточку, а может быть и повешу карабинчик, и тоже, может быть, продастся. Так, медузки, это просто чтобы было. В общем, надо было как-то вязать что-то, занимать свои руки, свой мозг, и вот медузки вязались у меня. Так, и еще хочу показать. Я, кстати же, не сказала, к чему я это вообще показывала. Смотрите, может быть, вы тоже вот так сидите, может быть, и повязали бы, но не знаете, в общем, с чего начать. Я предлагаю взять блокнотик и просто написать то, что вы бы хотели связать. Или, может быть, у вас есть какие-то недовязы. Какие-то есть такие работы, которые нужно сделать. Вы возьмите все, запишите и вот начните хотя бы вязание с этого. Я знаю, что многие без проблем вяжут, но некоторые почему-то стесняются этого, или я не знаю чего. Может быть, у кого-то нет настроя сейчас на вязание, да, но главное начать. Я вот начала, и как-то вот дело все-таки пошло. А до этого, вообще не вязалась. И еще, знаете, хочу показать. В общем, все хочу показать, и не знаю, что показать. В общем, все вы знаете, что сейчас там пряжа подорожала и все такое. Вот, но хочу показать вам вот такую вот пряжу. Это не реклама, ничего, просто я зашла в Fix Price, проветривала свои мозги. Вот, и приобрела там вот такой себе ящичек. И, знаете, заметила там вот эту вот пряжу, и там не было ценника. И я думаю, не знаю, сколько она может стоить. Так попробовала. Здесь вот в составе, якобы мериносовая шерсть и акрил. Вот такой вот состав. И пряжа это кроха. Вот. У меня вообще дома много пряжи, но когда я подошла на кассу, спросила, сколько стоит моточек, мне сказали 59 рублей. После того, как я увидела, что Ярнар джинс стоит 137 рублей на сайте,
Вот, я решила, ну, в общем, взять немножко моточков. Ну, немножко, я не знаю, сколько тут. 3 розовых взяла, остальных по 2 вот. 2 зеленых, 2 синих, 2 вот таких вот беленьких. Вот, и уже связала зайчика. Вот такого вот. Ну, я его, конечно, еще не оформила. Знаете, я оставлю оформление на потом как-нибудь. И я вот взвешивала моточек, он весит 40-42 грамма. И что хочу сказать, одного моточка, вот такого вот, да, 40 с чем-то грамм там получается, ну, они какие-то, ну, не по 50 грамм. Ну вот, кстати, здесь и написано, что 40 плюс-минус 2 грамма. Ну, вот я вот этот розовый взвешивала, он был 42 грамма. И получается, из моточка можно связать 2 вот таких вот зайчика. Вот такие вот с ладошку. Сколько получится? Ну, где-то 14-13 сантиметров получится. Я вязала крючком 2,5. Схемка на зайчика есть в Инстаграм, но не знаю, к выходу этого видео будет ли он работать, этот Инстаграм. Я продублирую ВКонтакте схемку и оставлю вам ссылочку на этого зайчика. Вот. Вяжется быстро, без заморочек, все ввязывается, и вот нужно будет пришить только ушки. Вот. Ну, получается, 20 грамм на зайчика уходит. Я сначала вязала просто вот такого, с вот такими одинаковыми ушками, а потом почему-то решила добавить такое ушко. Ну, это будет к другому зайчику. И у другого зайчика я еще хочу полосочки на ручке сделать. Ну, просто чтобы было ушко с белыми, да, и вот здесь вот на ручке белое было. Ну, как-то так. Хочу разбавить немножко, чтобы повеселее был. Вот. В общем, вот чем я сейчас занимаюсь. Буду пытаться вязать. Ну и давайте, наверное, покажу еще. Помните, в начале видео я показывала свою сумочку, которую говорила, возьму в дорогу, буду вязать. Ну, в общем, ничего я там не вязала. Вообще не до этого было. И у меня пока есть только один зайчик. Ну, как вы помните, ушки-ручки есть у меня на всех зайчиков. Вот. И у меня связано за все время только одно тело. Вот. Еще нужно хвостик связать или вышить. Вот. В общем, развела кучу процессов. Ничего толком не продвинуто, но списочек написала, что делать. Буду потихоньку делать. Не знаю, как часто я буду сейчас выпускать видео. Все дело в том, что не особо много сейчас вяжу. Но буду выпускать тогда, когда у меня есть что показать. Вот. Ну, может быть, просто буду делать какие-то короткие видео. Ну, там, не по 40 минут, да, не по 30, а может быть, по 15 минут буду. Ну, просто показывать какие-то продвижения. Может быть, это вас как-то будет взбадривать. Я думаю, что многим нужны эти видео, так сказать, мирные. Вот. Поэтому канал я не бросаю. Я продолжу вести его. В общем, что буду вязать, то и буду вам показывать. Ну, а частота выхода будет от того, есть ли мне что показать. В общем, на сегодня это все. Пойду сейчас монтировать это видео, и, скорее всего, видео выйдет завтра. Поэтому поздравляю вас с наступающим, или, может быть, наступившим 8 марта. Желаю вам большого-большого здоровья и мирного неба над головой. Спасибо большое, что смотрите меня. Ну и, в общем, до новых видео. Всем пока!